Яна Троянова самобытна и индивидуальна. Это актриса, которая органично смотрится и в комедии, и в трагедии. Она обладает своим индивидуальным стилем, который помогает создавать глубокие образы, независимо от жанра. Путь к вершине славы был очень тернистым. Актриса преодолела немало преград. Наверное, поэтому она так легко перевоплощается в героинь с трудной судьбой. С самого детства Яна мучилась от одиночества и верила, что не нужна даже собственной матери. Мечтала о счастливой семье, но потеряла единственного сына, зависела от алкоголя, терпела побои от мужа. Из-за всех проблем она уже была готова сдаться, но были вещи, которые заставляли ее бороться. И только недавно она поняла, что надеяться на то, что все беды прекратятся сами собой, больше не стоит. Кто-то считает, что для того, чтобы понять, что такое настоящее счастье, нужно пройти через страдания, но на хрупкие плечи актрисы Яны Трояновой их выпало слишком много. Родилась Яна Троянова 12 февраля 1973 года в Екатеринбурге. Мама девочки работала в секретариате университета. Папа Виктор Смирнов был певцом в ресторане. Когда мама забеременела, ей было всего 18, а Виктор на тот момент был женат, поэтому женщина не стала рассказывать ему о своей беременности. Уже во взрослом возрасте Яна Троянова не раз задавалась вопросом, как так получилось, что жизнь стала испытывать ее на прочность, едва она научилась ходить. Актриса никогда не скрывала, что была нежеланным ребенком, поэтому холодное отношение со стороны родных воспринимала как данность. Мама решила, что сможет вырастить Яну в одиночку, а когда ее дочка появилась на свет, в графе «Отец» в документах написала «Александр Сергеевич» в честь Пушкина. Но мама актрисы все-таки переоценила свои силы. После декрета она вышла на работу и не могла найти времени на воспитание дочки, поэтому отправила жить ее к бабушке и нашла ей няню. К этой женщине, которая водила ее на прогулки, читала ей книги и укладывала спать, маленькая Яна привязалась больше, чем к другим родственникам. Когда Троянова исполнилось 5 лет, ее няня неожиданно умерла от рака. И именно в тот момент малышка впервые почувствовала всепоглощающее одиночество. Мама много работала и с девочкой почти не виделась. Бабушка была строгой и не проявляла к ней особо нежных чувств, поэтому Яне пришлось учиться рассчитывать только на себя. Во время одного из семейных застолий она услышала историю жизни своего прадеда. Он был поляком из дворян, и когда узнал, что к его деревне приближаются большевики, от страха сошел с ума. Они насиловали дворянок, врываясь в дома, и прадед, чтобы его жену так не осквернили, расчленил ее топором в нашем имении. «Я уже маленькой понимала, что нам не отмазаться в этой жизни», рассказывала Троянова, которая считала, что все беды выпали на ее долю из-за плохой кармы. Из-за того, что девочка выросла в одиночестве, сама с собой играла в куклы, не могла найти общий язык с другими детьми и от всех держалась на расстоянии, в школе ей тоже пришлось несладко. Друзей у нее не было, отношения с учителями не заладились, и успеваемость тоже страдала. Если для кого-то школьные годы были, как поется в песне, чудесными, то для Трояновой они стали почти что адом, полным издевательств, подростковых сомнений и комплексов. Первую родственную душу Яна Троянова встретила, когда ей было чуть за 20. На вечеринке у друзей она познакомилась с парнем по имени Константин Ширинкин и вышла за него замуж, в надежде, что рядом с ним сможет почувствовать себя счастливой и не будет каждый день возвращаться в пустую квартиру. Не дай бог пережить любой женщине такую семью, в которую я загремела после свадьбы. Это было насилие и уничтожение, позже рассказывала актриса. Троянова была юной, поэтому не замечала недостатки своего избранника. Но спустя пару месяцев совместной жизни они все же вылезли наружу. Василий много пил, неоднократно поднимал на жену руку и не исправлялся даже после рождения сына. Однажды супруг избил ее так, что на теле Трояновой буквально не осталось живого места. На тот момент актриса во второй раз была беременна, но поняла, что не хочет иметь с этим жутким человеком общих детей, и сделала аборт. Она написала на Ширинкина заявление в полицию, подала на развод, забрала сына и ушла в никуда. Бывший супруг артистки так и не встал на путь исправления. В 2004-м он умер от язвы желудка. После этой неприятной истории актриса переехала в Екатеринбург, поступила в институт и устроилась работать в театр. Во время репетиции нового спектакля она познакомилась с Василием Сигаревым. Роман актрисы с режиссером вспыхнул неожиданно для всей труппы и быстро привел к свадьбе. Коллеги обвиняли девушку в том, что она использует Васильева только для того, чтобы получать новые роли, и отказывались выходить с ней на одну сцену. Эту проблему Троянова решила радикально – ушла в кино. Второй брак оказался для нее более удачным. Супруг во всем поддерживал Яну и согласился вместе с ней переехать в Москву, чтобы она могла построить успешную карьеру. Столица приняла актрису с распростертыми объятиями.
ей удалось получить новые роли, накопить немного денег и, наверное, впервые в жизни почувствовать, что все не так уж и плохо. К сожалению, это была лишь временная передышка. У Трояновой начались проблемы с сыном. Коля рос обычным подростком, получал хорошие оценки, занимался спортом, но резко изменился, связавшись с дурной компанией. Наркотики, алкоголь. Все заметили перемены в Коле. Яна старалась как можно больше времени проводить с ним, помогала деньгами. После школы он нигде не учился, не работал. Мы все ему говорили, что пора браться за дело, но он не слышал, рассказывала родная сестра Трояновой. Когда парню исполнилось 20 лет, он покончил с собой. Для Трояновой это стало величайшей трагедией. На долгие годы она замкнулась в себе, поставила крест на карьере и личной жизни и начала топить горе в алкоголе. Следом в жизни актрисы пришла еще одна беда. Она узнала, что ее мама заболела раком. Звезде пришлось забыть все обиды и вспомнить, что для нее нет более родного человека, даже если в прошлом их отношения не складывались. Актриса еще не успела оправиться от депрессии, возникшей из-за смерти сына, как уже взвалила на себя новую обязанность. Она поняла, что должна сделать все возможное, чтобы ее мама выжила. Нашла для нее лучших врачей, сама делала ей уколы, но все оказалось напрасным. Женщина скончалась в 2015 году, за пару месяцев до того, как на экраны вышел сериал «Ольга», который поднял карьеру Трояновой на новый уровень. Актриса признавалась, что, похоронив единственного сына и мать, она окончательно перестала видеть в жизни какой-либо смысл. Ей больше не нужны были ни деньги, ни роли, ни путешествия. Троянова говорила, что вставала с кровати только для того, чтобы купить в магазине очередную бутылку, и постепенно начала скатываться в пропасть, из которой не было выхода. Ей звонили режиссеры, но она прямым текстом отвечала им, что пьет и сниматься не будет. Преодолеть личную драму ей помог супруг, который уговорил Яну завязать со спиртным, но не знал, как вернуть ей интерес к жизни. Он во всем поддерживал жену, но видел, что в ее глазах уже нет той искры, что было раньше. Неожиданно выход из этой ситуации нашли коллеги Трояновой. В последний день работы над фильмом «Страна Оз» они подарили актрисе собаку. Я подумала, ой, а ей пьяная мама не нужна. И больше не пила. Это мой ангел-хранитель. Смерть ребенка, бухач, предательство мужчины. Обо всем этом нужно говорить для людей, которые нас смотрят, признается Яна. Актриса планирует взять ребенка из детдома. Мне хочется любить и делиться любовью. Я очень хочу жить и помогать людям. Особенно матерям, которые похоронили своих детей, отметила она. Казалось, что после этого жизнь актрисы должна была наладиться, но она понимала, что для того, чтобы окончательно расстаться с прошлым, ей нужно сделать еще один важный шаг. В 2020 году звезда рассказала, что развелась со своим вторым супругом Василием Сигаревым. Она поняла, что чувствует к нему бесконечную благодарность за то, что не бросил ее в беде, но как мужчину больше не любит. Сейчас Василий и Яна по-прежнему остаются друзьями и коллегами. Они продолжают и дальше работать вместе над кинопроектами и говорят, что в любой момент готовы прийти друг другу на помощь. На пороге своего 50-летия, которое актриса отметит в следующем году, она чувствует себя гораздо более счастливой, чем раньше, и теперь уже совершенно искренне верит в то, что впереди у нее будет и новая любовь, и новые роли, ведь через все самое страшное она уже прошла.